государственная система в России очень неэффективная. Кумовство, покрывательство. Дел там не будет. Мы же друзья, увольняйтесь из компании и будем с вами просто друзьями. Родственники мои знают, что устроиться в компании, которой я владею, ад. Игорь, я запускал бизнес со своим другом, и он не очень удачно закончился. У нас, как только появились первые проблемы, сразу начались споры, кто больше работает, начали деньги делить, и в итоге это закончилось тем, что ни бизнеса не осталось, ни отношений. И я после этого сделал вывод, что никогда не буду иметь дел с близкими людьми, с друзьями, с родственниками. Типичная проблема у всех людей — это сложившиеся ожидания на предыдущем этапе переносятся автоматически в будущее. А будущее, если оно связано, например, с вашими деловыми отношениями с другом, это другое будущее. Это не просто там проводить друг друга вместе, там, время какое-то, или там шашлык жарить, или там ездить куда-то, да, это другие требования. А ожидания те же. У меня были много приятелей со школы, и потом были приятели в университете. И потом некоторые эти приятели, например, из университета стали в моей компании Технониколь сотрудниками, менеджерами и так далее. И, конечно, был вот момент, когда мы ездили там на лодке, шашлык жарили там вместе с семьями и так далее. Компания была тогда 30 человек, и мы жили как такая большая семья. И это очень сильно на каком-то этапе стало тяготить, потому что, ты даешь какое-то поручение сотруднику, а он, я вижу, выбирает, выполнить это поручение или не выполнить. То есть нравится, не нравится. И, например, на все увещевания, что надо делать не то, что тебе нравится или не нравится, а то, что надо делать, они перестали реагировать. Потому что мы же друзья, я как бы пойму. И какое-то время мы с этим жили и болели, я так скажу. Мы пытались как-то совмещать вот эти вот вещи. В общем, кончилось все тем, что совмещать не удалось, и сделали такое собрание. Я там пришел, выступил, говорю: ребят, давайте выбирать, что так и так нам надо выбрать деловые отношения, а кто не хочет деловые, то давайте так, увольняйтесь из компании и будем с вами просто друзьями. Один человек только вышел из компании, и то не сразу, а через год он понял, что его тяготит переход в деловой апекс. В основном 6 человек, которые были мои приятели, они все остались в компании. Кстати, 4 из них сейчас супер-мега-топ-менеджеры в компании Технониколь. Жизнь, когда подскажет, что это уже что-то вот не то, что-то начнутся какие-то вот трения, да, то это сигнал, что требуется пересмотреть наши какие-то сонастройки. Если дело идет к тому, что вы нанимаете людей, вы растете, и просто необходимо перейти в другую форму, тогда стоит пересмотреть или выработать, скажем так, новые деловые отношения. Игорь, у меня вот такая сложно сочиненная ситуация, похожа чем-то на Алешину. Я своих друзей попросила трудоустроить мою сестру. В результате сестра не справилась, проект провалился, они ей деньги не заплатили. Теперь и на меня сестра обижена, и друзья не общаются. Только я не понимаю, в чем я-то виновата. Я хотела всем помочь. Часто встречающийся случай, у меня в жизни очень много, кстати, таких. Мой племянник тоже просил меня помочь, протекцию оказать ему в трудоустройстве. Я понимал, что это кончится тем, что может чем-то кончиться. Я ему сказал: слушай, давай я тебе лучше «Газель», автомобиль, так сказать, подарю. Бэушный там какой-то, хорошая машинка на ходу, и ты будешь малым предпринимателем возить грузы какие-то. Он так обрадовался, он всю жизнь мечтал, он водитель вообще. Он всю жизнь мечтал о том, чтобы у него был грузовик или грузовичок и так далее. Я знал эту его мечту, и я решил ему помочь. Проходит год. За этот год я получаю 20-30 сообщений о том, что «Газель» отвратительная, которую я ему подарил, потому что она постоянно ломается.
А эти заказчики, которые постоянно зовут его на перевести груз, они постоянно то платят, то не платят, то мало платят. Ну, в общем, кончилось это все тем, что самым главным врагом, который не дал ему возможность реализовать свою мечту, был тот, кто ему подарил эту машину. Многие люди, пытаясь кому-то помочь, в общем-то, рассчитывают на некую благодарность, респект от того, что они просто вот впряглись, да? И, конечно же, когда происходит какое-то событие, что не получилось, что, в общем-то, нормально. Мироздание так устроено, что не все должно получаться. На самом деле, большинство вещей, которые люди делают, у них, в общем-то, не получается. Это нормально. Но ожидания это были записаны. И, соответственно, люди пытаются успокоить себя тем, что ищут, а кто виноват был. Это называется таблетка самоуспокоения. Назначить виновного, козла отпущения. Кто, да? Все. Игорь, у меня есть ощущение, что все такие проблемы с родственниками, с друзьями, они почему-то происходят в основном в России. Ведь мы видим много примеров очень успешного международного семейного бизнеса. Что с нами не так? Почему мы не можем наладить такие отношения? Мозг человека, у каждого человека так устроен, что в основном он видит и чувствует тревоги. Придумывая себе иногда такую ерунду, люди выдумывают проблемы, которых изначально не было. Никакой разницы между немцами, россиянами, бразильянцами, китайцами нет. Везде одно и то же примерно. Везде одни и те же ожидания от родственников чего-то. И везде, если родственники работают в бизнесе, есть определенные с этим нюансы связаны. Вопрос, как ты умеешь с этими нюансами взаимодействовать. Например, мой подход при трудоустройстве моих родственников или даже дальних родственников, которые мне вовсе не родственники, но тем не менее, да, при трудоустройстве их в какие-то компании, где люди знают, что есть Игорь Рыбаков и наверное, что-то, какие-то связи, я им всем говорю: ребят, от моих родственников или тех, кого вы считаете моими родственниками, или тех, кого вы считаете, что я покровительствую, вы, как наниматели на линейном уровне, обязаны требовать на 20% больше результата, на 20% меньше денег им платить, на 20%, понятно, да? Всегда на 20%. То есть полное создание того, что если кто-то считает, что где-то мой родственник, значит, он будет работать в результате в 2 или в 3 раза больше, дольше. Поэтому родственники мои знают, что устроиться в компании, которой я владею, это ад. Игорь, учитывая, что родственники ваши это знают, к вам вообще хоть кто-то обращается? Да, да. Зачем? Те, которые еще пока не поняли, что это такая очень мощная полоса вызовов и преодолений, но они думают, это может быть ерунда, и может быть мифология содержит какие-то ошибки, поэтому они приходят и, в принципе, на второй день все понимают, что окей. Да, а есть такие, которые приходят именно для того, чтобы пройти эти шаги, выжить. Дело в том, что тот, кто выжил в аду, он умеет лучше других процветать, где бы то ни было. Я родом из Астрахани, и у нас очень распространено кумовство, особенно в государственных компаниях. Туда очень трудно устроиться, если у тебя нет родственников или знакомых. Почему такая разница между коммерческими и государственными компаниями? Если посмотреть на размер экономики России, то это менее 2% от мирового ВВП. А раньше было 8 или даже 10. Потому все так и плохо в экономике России, что административная и государственная система в России очень неэффективная. Очень. Причиной этого является кумовство, покрывательство, сокрывательство, укрытие. Если идут в любую организацию, в любую, коммерческую, государственную, некоммерческую и так далее, люди не по принципу деловых качеств, а по принципу каким-то другим, родственник, любовница, еще какие-то, значит, дел там не будет. Наша задача, наша цель
найти здоровые силы в обществе, да, которые, понимая это, меняют расклад, в котором мы привыкли жить. Люди склонны воспринимать то, что было до того, как они родились, что ну, это вот так, такой уклад жизни. Но это неправда. Те люди, которые ищут способ покровительства или протектората своих, ну, более старших родственников при устройстве на работу, куда-либо, да, они, в принципе, продлевают вот это наше общее мракобесие, низкий уровень развития и так далее. При этом они уповают на что? Ну вы же родственники, ну позаботьтесь о нас и так далее. Идут на такие манипуляции. Их старшие родственники идут на то, чтобы их пригреть. В результате мы имеем очень низкоразвитое общество и беспросветное будущее для наших детей, ну и для себя тоже. Игорь, а как тогда реагировать на такие просьбы родственников? Ведь я не могу их просто послать. Если ты хотя бы один раз попробуешь настоять на своем прагматичном решении, подчеркиваю, прагматичном, не объясняя его, а просто доведя до сведения твоего родственника, что вот эту просьбу родственника ты не сможешь поддержать или удовлетворить, ты удивишься, какую внутреннюю силу ты испытаешь. И ты удивишься, что через 3-6 месяцев, как вырастет твоя репутация среди твоих родственников. Попробуй. Просто попробуй это сделать, и ты сам все увидишь. Друзья мои, вы уже все знаете, что я открыл предзаказ на мою новую книгу «Религия чистоты. Учение X10». А сейчас будьте внимательны. Челлендж на самого влиятельного человека в обществе. Ну, того, кто уже вышел за пределы влияния своей семьи и, может быть, даже своего бизнеса, а кто оказывает влияние на все общество. Итак, челлендж. 10 человек я выберу из тех, кто купит самое максимальное количество книг «Религия чистоты» и распространит эти книги среди своих людей, с которыми живет, с которыми работает, с которыми в мире сосуществует. Так вот, 10 самых мощных, самых влиятельных людей получат право провести со мной целый вечер. Чувствуете? А один, который окажется самым влиятельным, ну просто, понимаете, просто невероятно влиятельным, то есть самое большое количество книг купит для распространения среди своих людей, тот получит право целый день работать на троне из $1 миллиона. Представляете? На троне из $1 миллиона, не там где-то в Паттайе сидеть, где-то там на островах. Нет, на троне из $1 миллиона. Поэтому, друзья мои, участвуйте в челлендже, побеждайте. Я жду 10 счастливчиков, ну и самого влиятельного человека, который день проведет на троне. Поехали!